Влад Цепиш был реальной исторической личностью, правившей Валахией. Судя по историческим документам, румынский князь был жестоким и мстительным. Однако ему далеко до того образа, который был создан ирландским писателем Брэмом Стокером. Биография Влада III Басараба, румынского князя, известного в современном мире как граф Дракула, герой романа Брэма Стокера с самого начала XX века, вызывает интерес. История жизни Дракулы окутана и легендами, и мифами, и реальными фактами жестокого правления. При этом на родине Влад Цепиш имеет звание национального героя. Его фамилией в городе Брашов названа улица, а замок графа в горах Трансильвании год от года собирает множество туристов. На разных фото и в современных кинофильмах он в основном показан устрашающим, отталкивающим и пугающим персонажем. Детство Влада Цепиша. Влад, истинный потомок династии Басарабов, был рожден между 1429 и 1431 годами. Подлинная дата не сохранилась. Историки нашли косвенные источники, откуда известно о возрасте 13 лет старшего брата в 1442 году. Также в 1448 году Цепиш, младший, занял место правителя впервые, а значит, уже был совершеннолетним. По национальности он румын. Жизнь с рождения и до 1436 года у Дракулы была обычна, ничем не примечательна. Детство связано с городом Сигишари, нынешняя Трансильвания. Дом, в котором проживала семья, сохранился. В наши дни он прошел реконструкцию и стал музеем. Профессор археологии Флорина Керта пишет о доме Влада Цепиша. Эта достопримечательность часто упоминается как замок Дракулы. Но принц им никогда не владел. Находится он в туманном районе, в горах, нагоняя страх, пугая людей. Что еще можно ожидать от графа? Однако он сам даже ногой не ступал туда. То время для княжества Валахии характеризовалось огромным количеством битв, войн с турецким султаном. Немало крови и смертей видела династия тогда. Случались короткие перемирия, но и те были недолгими. Тогда отец, Влад II, решил обратиться за помощью к туркам, к султану Мурату II, в плену у османов. Влад II был приглашен османами на дипломатическую встречу в 1442 году, однако это была ловушка, где его и двух сыновей взяли в заложники. Так начался период плена. До осени 1448 года здесь Цепиш и его брат обучались науке, философии, искусству. Они стали всадниками и воинами. Многие историки считают, что именно в этот период был сформирован характер графа Дракулы. Его не один раз подвергали пыткам, а его брата Раду — насилию. Это, безусловно, ожесточило Влада III, происхождение прозвища Дракула. Происхождение имени легендарного вампира связано с отцом Владом II, который состоял в Ордене Дракона, где был охранником королевского дома. Орден основал Сигизмунд I Люксембург в 1408 году, в 1431 году в него вступил Влад II, получив имя Дракул, что по-румынски означает «дракон». Каждый рыцарь по уставу обязан был носить щиты с изображением золотого змея. Позже так стали выглядеть монеты, на каждой присутствовал рисунок дракона или ящерицы. Прозвище отца по роду передалось и сыну, Владу III, который спустя время решил написать в конце букву «А» — Дракула. Именно так звали Цепиша, впоследствии и в таком виде и запомнили его имя. Недолгое правление и изгнание. В 1447 году были убиты отец и брат Влада Цепиша. Местные дворяне Валахии заняли пост правителей. В 1448 году граф Дракула начал действия по освобождению места отца от Владислава II, опираясь на поддержку османских султанов и воспользовавшись отсутствием Владислава, граф вернул себе власть. Правление не продлилось долго. Пробыв на престоле всего 2 месяца, он был свергнут и изгнан по возвращению Владислава. С 1448 по 1456 год Влад III участвовал в османско-венгерском конфликте. Он отказался от связей с турецкими султанами, получил военную поддержку Владислава V, короля Венгрии. Возвращение к власти в 1456 году граф Дракула стал воеводой Валахии. Его антиосманская позиция была достаточно твердой. Тогда он принял закон о прекращении ежегодной дани уважения османскому султану, что прекратило мир между Валахией и османами. Дальше граф строил политику укрепления своей власти как правителя. Следующий шаг — прекратить конфликты бояр Валахии.
Легенды, распространяющиеся после смерти Цепиша, гласят, что правитель собрал банкет с боярами, и когда последние бросили вызов ему, отдал указ их заколоть. Так Дракула подтверждал свое имя. Множество историй о подобных событиях запечатлены в старинных изданиях. Влад III нажил себе много врагов, однако многие из них подтверждали справедливость наказаний правителя. Книга «Сказка о Дракуле». Самым ярким событием в правлении Влада III была победа над османскими оккупантами. Это был праздник на всю Трансильванию, Валахию и Европу. Отношение князя и знати. Князь вел жесткую политику очищения своего народа, окружал себя проверенной знатью. Тот, кто ему не повиновался, противоречил его пониманиям, неважно какого был сословия или класса, сразу же был казнен. Больше всего его нелюбовь вызывали цыгане, воры, враги страны, те, кто шел против его власти. Все эти зверства были известны по всей Европе. Оставалось догадываться, может ли вообще граф любить. У него было две жены, дворянка из Трансильвании, Илона Желаги. Но легенда гласит, что единственная, кого сердечно любил Влад III, Елизавета. Везде следовала она за ним, разделяя все радости и невзгоды. Дракула был отцом 3 сыновей. Однако род великого графа так и не продлился. Внешняя политика Дракулы. Авраам ван Хельсинг писал о грозном графе. Жил на свете кровожадный князь Дракула. Легко раздавал он распоряжение посадить людей на кол, поджарить на углях, заживо содрать кожу и разрубить на мелкие кусочки. Мог он провинившегося господина укусить, а после с наслаждением кровь его пить. Многие телезрители знают об этом эпизоде по киноленте «Дракула». И можно отметить, что по сей день его называют монстром и извергом, который своими поступками затмил даже злодеяния Ирода. И все же сохранился один единственный портрет князя, когда он находился в тюрьме в Венгрии. Сложно поверить, что изображаемый на произведении искусства человек-садист или маньяк. В глазах Влада III можно увидеть растерянность, страдание и даже испуг, но никак не злобу. Если обратиться к литературным источникам, безусловно, они повествуют о жестокой внешней политике Дракулы. Некоторые подробности леденят кровь. Так, например, он устраивал пир и наблюдал за муками посаженных на кол. После сжигал тех бродяг, с которыми пировал, забивал гвозди в тех, кто перед ним не снял шапку. И это образ из книг «Свирепый, безжалостный тиран». Война с турками. Летом 1462 года случилась турецко-валашская битва. За одну ночь было уничтожено 15 тысяч османов. Турецкий султан уже находился у княжества Тырговиште, как в один момент Влад Цепиш проник во вражеский отряд, чтобы убить османского вождя Мехмеда II, и хоть план не осуществился, однако глава Турции покинул Валахию. Остались на родине графа войска собственного брата Рады, который забрал впоследствии власть. Победа над османами была блестящей, но, к сожалению, бесполезной. Враг был побежден, а друзья предали Дракулу. Князь Молдавии, Штефан, перешел на сторону Рады, поэтому Цепишу пришлось отступать в Трансильванию. Сражаться на 2 фронта он не смог. В родной Трансильвании его поджидал еще один друг, Матиш Корвин, король Венгрии, который арестовал Дракулы и посадил в тюрьму на 12 лет. Гибель Влада Цепиша. 12 лет заключения в тюрьме изменили графа. Он стал католиком. Король Венгрии, полагая, что жестокость сменилась покорностью, освобождает Дракулу, желая помочь снова взойти на прежний престол. По прошествии 20 лет Влад Цепиш возвращается в родную Валахию, где его ждут разъяренные жители. Именно они разбивают сопровождающее графа войско. Сам Дракула пытается бежать, уповая на счастливый случай. Но фортуна решает в этот раз не улыбаться тирану, и он погибает в бою. Злые бояре, не помня себя от гнева, рубают тело правителя на куски, а голову отправляют османскому султану. И лишь монахи, которые помнят о добре князя, тихо хоронят останки. Когда пройдет несколько веков, археологи решат вскрыть могилу Дракулы. Но ничего там не найдут, кроме мусора. Лишь рядом будет найдено захоронение, состоящее из костей без черепа. Вполне вероятно, это и есть то, что осталось от Влада Цепиша. Дурная слава просто так имя Дракулы в историю войти не смогло. Даже после его смерти о нем стала ходить дурная слава, еще более пугающая и не дающая спокойно существовать жителям. По преданию, люди Валахии верили, что дух графа не нашел себе приют ни на небесах, ни в аду, не может он покоиться в земле. Его дух принял новое обличие, превратился в вампира и ищет ежедневно по ночам себе жертву. Образ, созданный Брэмом Стокером.
Прототипом персонажа в мистическом романе Брэма Стокера и являлся граф Дракула. Книга появилась в 1897 году. В ней рассказывается о том, как князь восстал из мертвых, превратившись в кровожадного вампира. Стокер опирался на письма Влада III, но все же большая часть информации из романа выдумана. Герой предстает безжалостным, но в то же время с некими благородными манерами, которые Владу Цепишу вовсе не были присущи. В книге сливаются научная фантастика и роман ужасов, переплетены мистика и реальность. У Стокера Дракула приобретает уникальные черты. Он ползает по вертикальным стенам, превращается в летучую мышь. Позже книга будет носить свое имя «Библия вампиров», из которой каждый читатель сможет узнать правила чуждого мира. Настоящий Влад Цепиш, в отличие от героя романа Стокера, никаким графом на самом деле не был. Этот титул автор добавил для создания готической красоты, наделив главного героя, жестокого и кровожадного аристократа, благородно-романтическими чертами. На протяжении всего своего правления настоящий Дракула активно боролся с Османской империей, причем довольно успешно. Рассказывали, что он вселял в турок ужас. История его кровожадности и беспощадности лишь подогревали их страхи. Что касается романтических чувств, то Влад Цепиш не был лишён и их. У правителя было две жены. Одна дворянка из Трансильвании по имени Илона Желаги, вторая, более простого происхождения по имени Елизавета. Считается, что именно ее Дракула любил всем сердцем. Их романтическую историю румыны передавали из уст в уста. Так, узнав о гибели супруга, Елизавета свела счеты с жизнью. У Влада III было 3 сыновей, однако никто из них не смог впоследствии занять престол. Род правителя был прерван. Царствовать стал брат Цепиша. Считается, что сам Дракула погиб во время одного из сражений, где его предали венгры, перешедшие на сторону османов, и озлобленные бояре. Во время битвы, не помня себя от гнева, они разрубили тело Цепиша на куски, а голову отправили османскому султану. Останки правителя похоронили монахи. Местная церковь была благодарна правителю за то, что он смог сохранить христианскую веру, несмотря на давление со стороны турок-мусульман. Спустя несколько веков археологи, впрочем, вскрыли эту могилу, однако ничего там не нашли. В соседнем захоронении они обнаружили скелет без черепа. Считается, что это и есть то, что осталось от Цепиша. Эта история и вдохновила ирландского писателя на создание готического романа «Дракула», ставшего впоследствии культовым произведением. Там появляется совсем другая легенда. Якобы проклятый кем-то из своих бесчисленных жертв, граф Дракула после смерти превратился в вампира. После прочтения романа Стокера на могилу знаменитого кровопийцы началось паломничество туристов. Чтобы ослабить нездоровое внимание к тирану, румынские власти решили перенести его могилу. В настоящее время она находится на острове, где ее охраняют монахи одного из местных монастырей.